Привет, меня зовут Максим Ярошкин, это канал Go Fingerstyle. Сегодня у нас на обзоре педалька от TC Electronic. Это лупер, я бы даже сказал, такая мини-луп-станция, потому что функционал достаточно широкий, а вот размеры относительно скромные, относительно других луп-станций, которые такие, знаете, для них нужен отдельный чемоданчик. Эта педалька легко влезает в мой гитарный чехол и вообще супер. Чтобы мне было легче объяснить вам, в чем ее плюсы и минусы, давайте начнем с того, что представим, что у нас нету части педали. То есть вот эти все кнопочки и крутилочки, не смотрите на них, у нас только одна кнопка и одна крутилка. Это, пожалуй, самый популярный формат луперов, однокнопочные луперы, в том числе у компании TC Electronic есть такие. Работает это очень просто. Мы нажимаем первый раз на кнопку, и она начинает записывать то, что мы играем в нее. Я нажал второй раз, и он сразу начал воспроизводить то, что я записал. Теперь я могу регулировать этой крутяшкой громкость или записать что-нибудь еще сверху. Я нажимаю, и он начинает записывать уже сверху того, что я записал. Ну, например. Приятненько, да? Или нет? Если нет, то обычно в таких луперах есть отмена. Я держу на кнопку, и мы отменяем последний слой. А если мы все-таки передумали и подумали, что да, это нормальная шуршалка, опять подержали и вернули. Как Ctrl-Z на компьютере. Супер. Смотрите, ну, конечно, я могу сверху и сверху и сверху записывать слои. Но фишка в том, чтобы остановить, мне надо 2 раза нажать. Быстро. И нервно. Быстро и нервно. Вот это мне не нравится в однокнопочных луперах. И вообще вот в таком режиме управления. Но, как вы видите, тут есть кнопка стоп. Послушаем и посмотрим, как она работает. Ну и так далее. Очень удобно то, что я один раз на нее нажал, и я не вылетаю из грува, потому что когда надо 2 раза быстро нажать, то я, как правило, вылетаю из грува. Не знаю, может быть, у вас лучше получается быстро нажимать 2 раза ногой, когда вы играете на гитаре, но у меня с этим проблема, поэтому мне очень нравится, что есть вторая кнопка «Стоп». Опытный в луперах человек скажет: Максим, как же так? В однокнопочных луперах есть специальный вход для внешней педали Foot Switch, которую тоже можно использовать как стоп. Тут я должен вам возразить. Во-первых, не во всех однокнопочных луперах есть такое, а во-вторых, у этого прибора, кроме отдельной кнопки стоп, есть еще другие плюсы. Давайте посмотрим, какие. Я думаю, вы уже заметили, что у нас есть луп 1 и есть луп 2. Мы можем записывать одну дорожку и вторую, и независимо друг от друга управлять ими. Это проще показать на примере, чем разглагольствовать. Супер. Теперь у меня барабаны, бас, и они синхронные. Супер. И при этом я могу, например, потише сделать бит, потому что он у меня в отдельном лупе записан. Или выключить бас в определенный момент песни, если мне нужно.
или остановить их вместе кнопкой стоп. Вы скажете: Максим, как же так? Ты говорил, как классно, что есть отдельная кнопка стоп, а сам 2 раза нервно дергаешь ногой, чтобы остановить луп. Ну, вот для каждого лупа отдельной кнопки стоп нет. Есть кнопка стоп на оба лупа. Но в этом лупере есть разные режимы, они меня спасают, и мы попозже о них поговорим. Они меня как раз спасают от этого нервного дергания ногой 2 раза. Давайте посмотрим, какие еще есть крутяшки. Есть Decay. Ну, Decay, честно говоря, я даже не знаю, как его применять для какой-то экспериментальной ambient музыки. И есть FX, то есть разные эффекты. Давайте, например... Сейчас FX Tape Stop. Классно, да? Пленку заживала. Обожаю этот эффект. FX здесь есть 2 типов. Один FX — это способ закончить, а остальные — это просто эффекты, которые накладываются на то, что у вас записано. Вот Tape Stop — это способ закончить, а есть еще Fade. Fade уводит громкость постепенно. Такой fade-out, чтобы рукой на коленях, да, на сцене не уводить, а просто нажали ногой кнопочку и красиво ушли в закат. Есть интересные эффекты, например, double. Ускоряет записанное нами. Есть эффект half, это наоборот. Замедляет записанное нами. И есть эффект реверс. Он воспроизводит записанное нами в обратном направлении. Чтобы ощутить всю прелесть реверса, я что-нибудь другое сыграю. И смотрите, в чем фишка. В том, что я могу FX применить еще до того, как я запишу луп. То есть нажимаю FX, и теперь, когда я буду записывать, сразу после 2-го нажатия ногой будет уже обратное воспроизведение. Ну, то есть, смотрите. Пишем. Уже обратно воспроизводится. Жутко, да? Смотрите, в чем фишка. То, что вот я сейчас сделал реверс, и я могу теперь переключить FX и закончить вот этим волшебным Tape Stop. Черт подери, лупер такая штука, знаете, ну, это хуже, чем интернет. Честно говоря, у меня очень много уходит времени на то, чтобы посидеть с лупером. Я, как правило, записываю какой-нибудь такой вот залипательный луп и прям сижу. Зачастую музыканты покупают себе лупер не для сцены, а для дома, для практики, для того, чтобы записать аккордики и сверху отрабатываем импровизацию. Ну, например, блюзовую.
записали квадрат. И, допустим, я сейчас хочу записать сверху бит. Для этого я нажимаю сверху, как бы, ну, записать верхний слой. И играю все это время. Представляете? Если я где-то ошибусь, мне надо будет переписывать все заново. То есть мне надо бит сыграть вот столько раз, сколько идет аккордовая прогрессия. А вот с этим лупером можно самый короткий повторяющийся паттерн забить первым и всего один раз. Ну, то есть не надо играть весь квадрат. Я могу один раз записать. И то я сейчас записал 2 такта. Можно было записать 1. И все. И теперь в луп 2 я играю прогрессию аккордов любой длины, кратной первому лупу. Сложно объяснил, но давайте на примере. То есть я могу сейчас здесь записать, например, то, что я записывал в начале, а могу записать как раз ну и так далее. И когда, например, я здесь захочу добавить в перкуссию, например, шейкеров, я просто добавляю, и все, и прогрессия остается неизменной. Ну, кривовато записал, конечно, ее, но ничего страшного. В этом плюс вот иметь 2 лупа. Но еще плюс иметь 2 лупа в том, что здесь есть разные режимы их работы. Сейчас это режим синхронный, когда у нас одновременно первый луп воспроизводится со вторым. Есть здесь последовательный, когда у нас есть какой-то кусочек А, кусочек Б. Ну, например, есть куплет, есть припев. Я записал куплет, записал припев. Ну, давайте на примере. Надеюсь, вы уследили логику. У меня был луп 1, это куплет получается. А луп 2 я сразу записал припев. И сейчас я могу повторить куплет. Если я нажму луп 1, то как только закончится луп... Точнее, если я нажму сейчас луп 2, то как только закончится луп 1, включится у меня припев. Соответственно, и наоборот, если я нажму луп 1, как только закончится луп 2, включится луп 1. Последняя фишка, о которой я уже заикнулся и хочу сейчас сказать. Помните, когда я говорил про нервное нажимание 2 раза по лупу, чтобы он остановился? Это режим. Переключатель находится с вот этой стороны лупера, и у нас есть как бы здесь 4 переключателя. Первый отвечает за то, что у нас происходит после записания первого лупа. Обычно происходит то, что он воспроизводится. И чтобы записать нам поверх него слой, нужно еще раз нажать на кнопку, и тогда можем записывать. А вот в этом режиме, смотрите, что происходит.
То есть у меня запись овердабов начинается прям сразу после того, как я второй раз нажал на кнопку, и таким образом я могу их сразу записывать, не ждать целый круг, а потом нажимать еще раз. Короче, экономлю время слушателя и сразу приступаю к музыке. Второй переключатель как раз вот про двойное нажатие. Смотрите, я записываю луп. Такой режим, смотрите, если я сейчас выключу луп второй, он не выключится. Он выключится только в первую долю. И тогда я смогу играть уже другие аккорды. То есть я играю другие аккорды, а луп один отбивает мой бит. Это удобно, потому что мне не надо подгадывать, когда мне два раза тыркать ногой. Я в любой момент нажал два раза ногой, загорелся красный индикатор о том, что сейчас я выключусь. Надеюсь, вы поняли идею. Есть еще один режим, вот этот рычажок мод. Он делает вот эти две кнопки совершенно независимыми. То есть это у нас получается совершенно два разных лупера, как будто у вас, два разных лупера. Они ни с чем не связаны. По умолчанию они связаны тем, что когда у нас здесь первая доля, и здесь первая доля, то есть синхронизировано. А вот в таком режиме вы можете здесь начинать когда угодно, здесь тоже начинать когда угодно. Луперы, они будут болтаться. Но это для экспериментов, не для меня. Надеюсь, обзор вам понравился, и я его не слишком затянул, хотя и то не обо всех функциях рассказал. Например, можно сохранять лупы в девайс и по USB скидывать на компьютер, и либо наоборот, с компьютера какие-то минусовки скидывать на него и с него воспроизводить. Короче, функционал большой, но я рассказал только о том, чем пользуюсь сам. Если вам понравилось, поставьте лайк, если не понравилось, поставьте дизлайк, и в комментариях обязательно напишите, как вы относитесь к луперам. Нравятся вам такие девайсы, не нравятся, пользуйтесь, не пользуйтесь, нравятся вам артисты, которые на сцене вот вытворяют всю эту магию с лайв-лупингом. А перед тем, как закончится ролик, нажмите на кнопку подписаться. На этом канале выходят неплохие видео для гитаристов. Я думаю, вам понравится. И спасибо моим датским друзьям, собственно, компании TC Electronic, за предоставленные луперы и вообще за возможность сделать это видео. А вам спасибо за просмотр и увидимся. Пока.